Сегодня расскажу вам простой рецепт на случай, если нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Для основы вам понадобится лаваш и 3 яйца, а результат получается очень вкусным. Дети обычно съедают такое блюдо очень быстро. Список продуктов вы найдете в описании под видео. Начинаю с того, что разбиваю 3 яйца в миску, добавляю соль и прованские травы. Берите без соли. Потом вливаю немного молока и взбиваю венчиком все до однородной легкой массы. Теперь берем тонкий лаваш, и тут не обязательно, чтобы под рукой был свежайший лаваш, и вы скоро поймете почему. Сворачиваю лаваш в рулетик, так гораздо удобнее будет резать. Нарезаю на тонкие полосочки, чем тоньше, тем лучше. Кусочки пересыпаю в большую миску и выливаю туда нашу молочно-яичную смесь. Перемешиваю, чтобы лаваш хорошо пропитался. Сковорода у меня разогрета, наливаю немного растительного масла и выливаю смесь с лавашом и яйцами равномерным слоем. Ставлю на очень медленный огонь. Важно не спешить, чтобы ничего не пригорело и лаваш стал нежным и чуть хрустящим снизу. Нарезаю грибы. Покажу последовательность, но вы можете все подготовить заранее. Тогда процесс займет еще меньше времени. Грибы я режу пластинами, чтобы они равномерно прожарились и оставались сочными. Многие спрашивают, как обжаривать грибы с луком. Тут все просто. Немного соли, любимые специи и минуты 2 на сковороде. Но сегодня я покажу, как приготовить с сырыми шампиньонами. Это невероятно вкусно и, что важно, получается очень сочно. Просто выкладываю пластинки грибов сверху на лаваш с яйцом. Добавляю щепотку соли, чтобы грибы дали сок. Для цвета и свежести нарезаю один помидор кубиком и тоже выкладываю сверху. Он не только придаст аромат, но и поможет грибам быстрее пустить сок. Дальше тертый сыр, который посыпаю сверху и накрываю крышкой, чтобы он быстро расплавился. Это совсем не займет много времени, всего пару минут, а вкус получается просто шикарный. Сыр плавится, образуется аппетитная корочка и начинка остается сочной. На основу перед грибами вы можете добавлять и майонез, и кетчуп, но я этого не делала. Такой простой, быстрый, экономный рецепт на сковороде идеален для всей семьи. Особенно приятно, что продукты простые и часто есть под рукой. Если у вас есть другие идеи для начинки, обязательно пишите в комментариях. Мне очень интересно узнать, как вы готовите такую пиццу из лаваша. Спасибо вам большое за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Делитесь этими рецептами с друзьями. Приятного аппетита!